Всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусный апельсиново-клюквенный кекс. Кекс получается воздушным, влажным, но в то же время очень нежным, и он просто тает во рту. Приготовив этот кекс однажды, вы будете готовить его снова и снова. Для начала я залью сушеную клюкву горячей водой, примерно 70 градусов, чтобы она напиталась влагой. Если вы используете свежую или замороженную ягоду, то пропустите этот шаг. Также в отдельную чашу добавляю просеянную муку, разрыхлитель, соль и перемешиваю. Далее в другой емкости в молоко комнатной температуры добавляю цедру апельсина, но не всю, а небольшую часть оставляю для глазури, и апельсиновый сок. Смешиваем до однородности и пока отставляем в сторону. Теперь в большую чашу я добавляю сливочное размягченное масло и начинаю взбивать на средней скорости до посветления. Примерно 3 минуты, постепенно добавляя сахар. Затем добавляю яйца комнатной температуры и хорошо перемешиваю. Должна получиться вот такая гладкая и однородная консистенция. Затем добавляю половину мучной смеси, хорошо перемешиваю. Следом добавляю половину молочной смеси, снова все перемешиваю и так чередую остатки мучной смеси, добавляем и оставшуюся молочную смесь. Собираю со стенок чаши массу, чтобы убедиться, что все хорошо перемешано. С замоченной клюквы я уже слила воду и добавляю ягоды в тесто. Если вы используете свежие или замороженные ягоды, тогда сначала перемешайте их с половиной столовой ложки муки или кукурузного крахмала. Тогда ягоды в форме не будут оседать на дно. Далее выкладываю тесто в подготовленную форму. Я проложила форму пергаментом и предварительно сбрызнула водой, чтобы пергамент плотнее прилегал к форме. И открытые участки смазала сливочным маслом. Ставлю форму в предварительно разогретую духовку до 175 градусов и выпекаем до золотистой корочки и сухой зубочистки. В моей духовке кекс выпекается 50 минут. Но у всех духовки могут печь по-разному, поэтому ориентируйтесь по своей духовке. Первые 10 минут после выпекания я даю кексу отдохнуть прямо в форме, а затем достаю из формы и перекладываю на решетку до полного остывания. Пока кекс остывает, приготовим глазурь. В миску добавляем сахарную пудру, апельсиновую цедру и апельсиновый сок. И все перемешиваем. Должна получиться вот такая густая кремообразная масса. Вы можете регулировать густоту, добавляя больше или меньше апельсинового сока. Смотрите, как вам больше нравится. Теперь наносим глазурь поверх кекса. По желанию кекс можно также украсить. Я выложу свежую клюкву и клюкву в сахарной пудре. На моем канале есть видео, как сделать клюкву в сахарной пудре без белка. Ссылка будет под видео. Давайте нарежем кекс и посмотрим, какой он внутри. Он очень мягко режется, и внутри кекс очень нежный, воздушный, влажный. Вы просто не представляете, какой он вкусный. Правда, я очень рекомендую вам приготовить этот кекс. Сочетание кислинки апельсина и клюквы со сладкой сахарной глазурью делает вкус очень сбалансированным и в меру сладким. Я надеюсь, вам придется по вкусу данный рецепт. Желаю всем приятного аппетита. Пока-пока!